Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Издательство «Калибр АЗ» опубликовало статью. Варданян понимает, что в Ханкиди войдет азербайджанская армия. Это известный российский политолог Сергей Марков, видите на фотографии. Сейчас ознакомлю, что он как раз заявил о ситуации, что происходит в Карабахе. Интервью. Калибр АЗ с известным российским государственным и общественным деятелем, дипломатом Сергеем Марковым. Ему задали вопрос. Сергей Александрович, как вы расцениваете эко-акцию азербайджанских активистов на участке автодороги Шуша-Ханкинди? И вот что Сергей Марков ответил. Акция азербайджанских экологов, на мой взгляд, является абсолютно законной и политически оправданной. В первую очередь потому, что вся территория Карабаха – это Азербайджан, а природные ресурсы на территории Карабаха – это собственность Азербайджана. И это признается всем миром, в том числе и Россией. Поэтому незаконный вывоз руды из рудников – это разграбление природных ресурсов Азербайджана. Этот процесс осуществляют те, кто временно контролирует оккупированную часть территории Карабаха. Вывоз этой золотоносной руды сейчас резко актуализировался с появлением в контролируемой армянами части Карабаха миллиардера Рубена Варданяна, который хорошо понимает, что через 3 года, после того, как истечет первый срок присутствия миротворцев, вместо них в Ханкинди зайдет азербайджанская армия. И эксплуатировать природные богатства Карабаха уже не будет никакой возможности. Ну да, по истечению 3 лет уже российские миротворцы уйдут, в Карабах войдет азербайджанская армия и все, и лавочка прикроется. В этой связи сейчас предпринимаются максимальные усилия, чтобы вывести руду из Карабаха в значительных объемах. С другой стороны, азербайджанские экологи должны требовать не только прекращения расхищения ресурсов Карабаха, но и недопущение армянам разрушения природной сферы. Известно, что армяне в Агдаме и Кельбаджаре перед своим уходом сжигали дома, разрушали инфраструктуру, и вне сомнений этот беспредел может повториться через 3 года. Поэтому правильно сейчас создавать реестр объектов собственности. Это даст основание для Азербайджана обратиться в международные суды, чтобы в случае очередного разрушения Армения должна была компенсировать нанесенный ущерб. Ну и вот еще задали вопрос о ситуации, что может Ереван вовлечь Россию в армяно-азербайджанскую конфронтацию. Вам не кажется, что Ереван попытается сейчас вовлечь Россию и Путина в конфликт между Арменией и Азербайджаном? Ереван сейчас нагнетает ситуацию в связи с тем, что ее поджимает время. Армения прекрасно понимает, что азербайджанская армия на порядок сильнее. И в случае боевых действий армянская армия снова потерпит поражение. Но это точно, азербайджанская армия намного сильнее армянской. Поэтому Армения пытается найти кого-то другого, кто будет воевать с Азербайджаном. Да, она больше всего рассчитана на помощь России. Однако Москва занимает нейтральную позицию в конфликте Баку и Еревана и отказалась воевать на стороне Армении. Очевидно, что Армения пытается привлечь к этому вопросу Францию и спровоцировать Россию, пытаясь поссорить ее с Азербайджаном, используя при этом факты российских миротворцев. Полагаю, это одна из главных стратегий Армении. И вот еще, сейчас про мирный договор еще немного. На каких условиях может быть подписан мирный договор между Баку и Ереваном? Армяно-азербайджанский мирный договор может быть заключен при условии, что весь Карабах это азербайджанский. Оставшаяся там армянская община на территории Азербайджана будет жить по азербайджанским законам, не будет управляться из Еревана, не будет иметь никакой автономии и не будет никак использована внешними силами для дестабилизации ситуации в регионе. Это логичный подход, будет реализовываться в рамках договора между Баку и Ереваном в любом случае. Повторюсь, это главное условие. Кроме того, в мирном договоре с высокой вероятностью должны быть зафиксированы результаты демаркации, демилитации границ. И в принципе Пашинян готов подписать мирный договор на основе 3 этих принципов, которые выдвинуты Баку. Но проблема в том, что Пашинян боится,
что его могут свергнуть свои же армяне или даже убить. Полагая, именно по этой причине он все время находится в поисках другой силы, которая бы решилась бы втянуться в конфликт и усилить Армению, дав ей больше возможностей продвигать свои интересы в рамках документа. То есть Пашинян может подписать этот договор чуть ли не в любой момент, а с другой стороны он может так и не сделать этого в течение последующих лет из-за страхов и фобий. В общем, Пашинян боится, что его потом свои же армяне уничтожат, если он подпишет этот договор. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.